Главные новости сегодняшнего дня. Команда Никиты Михалкова одержала очередную победу в мире преступности и коррупции. Накануне в городе Ростове был арестован Мурат Амаян, известный в преступном мире как криминальный авторитет по прозвищу Мраз Мытищинский. Криминальный авторитет Мраз Мытищинский обвинялся в нескольких покушениях на сотрудников комитета и был задержан благодаря усилиям начальника службы безопасности Евгения Пригожина и сотрудников Следственного комитета. Криминальному авторитету Мразу Мытищинскому грозит до 15 лет лишения свободы. Большая потеря в мире российского шоу-бизнеса и культуры. Сегодня утром ушла из жизни известная советская и российская актриса театра и кино Надежда Подъяпольская. Актриса скончалась на 83-м году жизни. Надежда Подъяпольская принимала участие в съемках известных киносериалов, такие как «Глухарь», «Пятницкий», «Кухня», «Интерны» и многие другие. Скандально известного актера Алексея Панина приговорили к 10 годам лишения свободы за антироссийские лозунги и высказывания. Российские власти требуют немедленной депортации Алексея Панина в Россию, где состоится суд, и актер получит заслуженное наказание. Известный российский футболист, член сборной России по футболу Алексей Бугаев погиб в зоне спецоперации. Печальную новость сообщил отец спортсмена. Год назад футболиста Алексея Бугаева осудили на 9,5 лет за распространение запрещенных веществ. Сразу после суда известный спортсмен попросился в зону спецоперации, где вчера вечером трагически закончил свою жизнь. В эти минуты в Москве в Большом Ледовом дворце проходит новогоднее представление «Новогодняя елка», которое организовали сотрудники комитета для граждан Российской Федерации. Более 5000 детей из разных городов Российской Федерации, из малоимущих многодетных семей и семей участников спецоперации получили специальные приглашения на новогоднюю елку. Участники новогоднего представления проведут в столице 3 дня, получат памятные подарки и незабываемые впечатления, а сотрудники комитета проведут для них специальные экскурсии по памятным местам города. Ответственные за новогоднюю елку и новогоднее представление – это известные артистки, сотрудницы комитета Ирина Муравьева, Вера Алентова, Яна Поплавская и Наталья Варлей. Сегодня утром в московском аэропорту Шереметьево сотрудниками комитета и Следственного комитета была задержана известная певица Алла Пугачева. Алла Борисовна Пугачева и ее семья почти целый месяц находились в России с частным визитом, связанным с критическим состоянием здоровья ее родных Дэни Байсарова и Елизаветы Галкиной. По данным прессы, Алла Борисовна Пугачева собиралась вылететь на Кипр, так как начальник службы безопасности комитета Евгений Пригожин потребовал, чтобы известная певица и ее семья покинули территорию Российской Федерации. Однако, как сообщает пресс-служба комитета, Алла Пугачева не смогла пройти таможенный контроль. На данный момент уточняются, какие вещи Алла Борисовна Пугачева пыталась незаконно вывести с территории Российской Федерации. Возможно, речь идет о крупной финансовой сумме, которая была не задекларирована. Так это или иначе, но отъезд Аллы Пугачевой откладывается на неопределенное время, до полного разбирательства дела. Вполне возможно, если вина Аллы Пугачевой будет полностью доказана, ей придется встретить Новый год на территории России. Трагическое событие произошло на свадьбе сына известного певца Александра Маршала. 3 из гостей отравились праздничным тортом. 2 из них находятся в реанимации, 1 скончался.
По факту возбуждено уголовное дело. Следственный комитет России выясняет, не могло ли отравление связано с профессиональной деятельностью Александра Маршала, так как певец является сотрудником комитета. Дочь известной российской актрисы Анны Ковальчук получила серьезную травму на соревнованиях по лыжам и на данный момент находится в инвалидной коляске. Лечащие врачи делают все возможное, чтобы дочь Анны Ковальчук смогла восстановиться и вернуться к реальной жизни. Отметим, что дочь Анны Ковальчук является чемпионкой России по горнолыжному спорту. У известного советского и российского актера Дмитрия Нагиева в Подмосковье конфисковали и арестовали личную усадьбу стоимостью 24 миллиона рублей. Теперь в шикарном доме Дмитрия Нагиева будет располагаться госпиталь. Причина конфискации особняка – это грубые юридические нарушения в оформлении недвижимости. Сын Виктора Рыбина и певицы Натальи Синчуковой отправился на спецоперацию. 32-летний молодой человек уже находится в зоне активных действий. Совсем недавно сын Натальи Синчуковой и Виктора Рыбина перенес семейную драму. От него ушла невеста, что и стало первоначальной причиной отъезда сына Виктора Рыбина в зону спецоперации. На известного артиста и сотрудника комитета Владимира Винокура было совершено нападение в городе Тольятти во время антикоррупционной проверки. Служебный автомобиль Владимира Натановича Винокура подрезала неизвестная машина, из которой вышли несколько преступников. Группа Владимира Винокура смогла отбиться от преступников. В этом сыграли большую роль охранники, бывшие участники спецоперации. Товарищ Винокур не пострадал, преступники были задержаны. В Египте, в городе Хургада, во время отдыха в результате нападения акулы погиб известный российский актер Сергей Росомаха. Сергей Росомаха исполнял одну из главных ролей в таких сериалах, как «Курьер» и «След». Причиной трагического события стала неосторожность известного актера. Во время купания он покинул зону безопасности. Еще одна печальная новость. Еще одна трагическая новость из мира шоу-бизнеса и культуры. Вчера поздно вечером при выезде из города Москвы в тяжелое дорожно-транспортное происшествие попал известный артист и журналист Валдис Пельш. Валдис Пельш находился в автомобиле вместе со своим сыном. Сын известного телеведущего погиб, а Валдис Пельш находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Отметим, что в момент аварии за рулем автомобиля находился сам Валдис Пельш. Врачи уже несколько месяцев назад запрещали артисту водить автомобиль в связи с состоянием здоровья. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.